Сегодня сделаем самый классный, самый вкусный и самый недорогой перекус, которым можно будет накормить очень много друзей. Делается все быстро, без заморочек, а самое главное подойдет под любое мероприятие. Всем привет! Сегодня делаем быструю вкусняшку из банальных сарделек. Для начала в глубокую тарелку на крупной терке нам нужно натереть 2 отваренных вкрутую куриных яйца. Затем на той же крупной терке нам нужно будет натереть небольшой кусок твердого сыра, в котором вы будете уверены, что он будет вам плавиться. Ну а дальше самое банальное. Берем 2 обыкновенные сардельки, и их нужно будет натереть на той же самой крупной терке в ту же самую глубокую тарелку к сыру и яйцам. Натираем полностью все 2 сардельки. Глубокую тарелку с натертыми продуктами оставляем в сторонку. Затем нам понадобится несколько штук отваренных шампиньонов. Их нужно будет нарезать на небольшие кубики. А чтобы шампиньоны остались вот такими вот твердыми и не были слишком черными, их нужно будет проварить буквально 5 минут в кипяченой подсоленной воде, не дольше. Самое главное, шампиньоны нужно будет отправлять в воду после того, как она закипит. Нарезанные шампиньоны отправляем в глубокую тарелку к остальным продуктам. Чтобы было более вкусно, нам понадобится еще один помидор. Помидор тоже нужно будет нарезать на небольшие кубики. Смотрите, если у вас нету помидора, его можно будет заменить отваренной морковкой. Нарезанный кубиками помидор отправляем в общую глубокую тарелку. Затем вот эту всю тарелку нужно немного посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу, но самое главное, чтобы это все было в меру. Сейчас вкус зависит только от вас. Если вы правильно посолите и поперчите, все будет обалденно вкусно. Ну а дальше нам понадобится 2 столовые ложки. И я уверен, что вы не угадали. Нам понадобится сметана. Ни в коем случае не добавляйте майонез. Дальше нужно постараться все хорошо перемешать, так чтобы все полностью продукты хорошо перемешались. Если сметаны будет мало, нужно будет добавить еще. Но я уверяю вас, что сметаны 2 столовые ложки будет больше, чем предостаточно. После того, как вы все хорошо перемешаете, уже получается неплохой салат, который можно вот так вот просто скушать. Будет тоже очень обалденно. Но мы будем делать что-то другое. Смотрите, вот это все можно завернуть в лаваш, хорошо разогреть на сковороде и получится отличные бутерброды. Но я сделаю намного вкуснее. Берем противень, застеленный пергаментной бумагой и обыкновенный нарезной батон. Берем 1 ломтик батона, столовую ложку или вилку, неважно чем. Самое главное добавить очень много начинки наверх на батон. Чем больше вы добавите начинки, тем вкуснее получится в итоге ваши горячие бутерброды. Таким вот образом намазываем ломтики батона до тех пор, пока у вас не закончится начинка. И после того, как вы сделаете полностью все бутерброды, отправляем противень в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 20 минут, до тех пор, пока хорошо расплавится сыр. Через 20 минут достаем все из духовки, дадим бутербродам чуть-чуть остыть, так чтобы они были теплыми. Делаем чай, кофе, кто что больше любит. Ну а если это мужская компания, смело можно их подавать под бутылочку пива. Бутерброды получаются очень вкусные, а самое главное, нижняя корочка в бутербродах будет хрустящая. Я уверен, все будут в восторге. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Ну а мы с вами встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!